Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Недавно я у себя в запасах нашла вот такую веселую пряжу с таким ягодным окрасом. Долго не знала, что из нее связать, но когда муж у меня увидел эту пряжу, он попросил связать ему носки. У меня было довольно много этой пряжи, целых 2 мотка, поэтому я решила связать носочки в стиле Family Look и назвала их «Ягодная семейка». Я связала один носок для ягодного папы и один носок для мамы ягодки. Второй носок будем вязать вместе с вами. У меня с одного клубочка осталось вот столько еще пряжи. Я думаю, этой пряжи у меня вполне хватит на один женский носок или на один мужской носок, но с невысоким паголенком, или на пару детских носков. Что я свяжу из этого остатка, вы, конечно же, узнаете. Вы можете забить в поисковике носочки «Ягодная семейка» и увидите, что же я свяжу из остатков этой пряжи. Вот такие женские носки у меня получились. Здесь я вывязала пятку подкова. Посмотрите, как вывязана чашечка. У меня здесь сделаны незаметные убавки. Очень красиво, симпатично получилось. Клин подъема вывязан обратный. Очень удобно сели эти носки на мою узкую ногу с невысоким подъемом. Манжет я вывязала резинкой 2 на 2, затем идет лицевая гладь, но по бокам я пустила дорожки из жгутов с одной стороны и с другой стороны. И мысок я вывязала вот такой. Закрыла мысок при помощи иглы трикотажным швом. А мужские носки вязала в другой технике. Здесь вывязана пятка стронг, клин подъема вывязан по бокам. Чашечку вывязывала также с незаметными убавками. Манжет здесь также вывязан резинкой 2 на 2, и резинка 2 на 2 переходит в резинку 6 на 2. Мысочек вывязывала обычный ленточный и закрывала его также иглой трикотажным швом. И в этом видео мы вместе с вами свяжем сейчас вот такие мужские носки. Носочки я вязала вот из такой пряжи. Это пряжа «Водопад» от Троицкой фабрики. В составе 70% шерсти и 30% капрона. В 100 граммах 400 метров. Номер цвета 7272. Рекомендуемые спицы 2,25. Я же вязала на спицах 2 миллиметра. Перед тем, как вязать носочки, я размотала оба клубочка и нашла одинаковые секции. У этой пряжи иногда очень сложно найти одинаковые секции, и по этому поводу я даже сняла 2 коротких видео. Если вы не посмотрели, как я подобрала секции, то вы можете посмотреть по подсказке или по ссылке в описании под видео. Вязать носки я буду вот на таких чулочных спицах гибких. Это спицы от фирмы Рукоделие, аналог спиц от Ади Crazy Trio, но стоит во много раз дешевле. Если у вас нет таких спиц или вы не умеете ими вязать, то берите обычные чулочные спицы. Я вязала спицами 2 миллиметра. Далее нам необходимо посчитать, сколько петель нам взять для резинки. Для этого вяжем образец основным узором на спицах 2 мм. У меня основной узор это резинка 6 на 2. Образец стираем и сушим. И по связанному образцу измеряем свою плотность вязания. У меня муж попросил связать плотные носки, чтобы носить их в ботинке. Поэтому, когда мы измеряем плотность вязания, мы растягиваем образец с такой плотностью, с которой мы хотим, чтобы носочки сидели на ноге. Берем линейку, выбираем 10 сантиметров. Я растягивала образец вот так. И считаем, сколько петель у нас находится в 10 сантиметров. У меня получилось 26 петель, то есть плотность моего вязания 2,6 петли в сантиметре. Я вяжу на 43 размер, длина стопы у моего мужа 28 сантиметров, а обхват вот здесь в подъеме 27 сантиметров. Поэтому я 27 сантиметров умножаю на плотность своего вязания 2,6 петель в сантиметре, и у меня получается 70 петель. Но я набрала 72 петли, чтобы у меня получился вот такой узор. У меня по верху носка
идет 4 дорожки, резинкой 6 на 2 это 8 петель. Раз, два, три, 4. Сзади у меня также 4 дорожки, резинкой 6 на 2. И вот здесь по бокам я пустила дорожки из 2 петель, которые у меня переходят в клин подъема. Поэтому у меня получилось 72 петли, и на эти носочки я набирала 72 петли. Если вам нужно набрать другое количество петель, то вы сначала подумайте, как вы будете вязать носок. Если бы мне нужно набрать было 64 петли, то я бы не вывязывала вот эти петли, 2 лицевые и 2 изнаночные. То есть у меня бы поверху носка было 4 дорожки из 6 лицевых петель, и сзади бы у меня было 4 дорожки из 6 лицевых петель. Вот здесь было бы только 2 изнаночные петли, из которых бы я вывязывала клин подъема. Его можно вывязывать как лицевыми, так и изнаночными петлями. Если бы мне нужно было набрать, допустим, 68 петель, я бы вот здесь вот пустила 4 изнаночные петли, то есть убрала бы вот эти 2 лицевые петли, и тогда бы у меня получилось всего 68 петель, и клин подъема я бы вывязывала из 4 изнаночных петель. Если бы мне, например, нужно бы было набрать 76 петель, то я бы вот сюда добавила бы еще 2 лицевые петли. То есть вот здесь бы было у меня не 2 лицевые петли, а 4 лицевые петли. И клин подъема я бы вывязывала уже из 4 лицевых петель. Но если вы не хотите ничего придумывать, ничего рассчитывать, но хотите связать носочки на размер немножко побольше, то я рекомендую просто взять потолще спицы. Вы можете взять спицы 2,25 или 2,5 мм. Далее мы набираем петли для вязания носков. Я решила, что мне нужно набрать 72 петли, плюс 1 петля мне нужна для замыкания в круг. То есть мне сейчас нужно набрать 73 петли. Но для того, чтобы у нас носки получились максимально одинаковыми при вязании из пряжи секционного окраса, нам нужно набрать петли с того же места, где мы набирали петли для первого носочка. Я делаю так: когда я подобрала секции, я у 2 клубочков отмеряю ниточку одинаковой длины, и как-то я помечаю это место. Вот видите, я завязала скользящий узелок, и с этого места я буду набирать петли. Петли для носка я набирала самым простым классическим набором петель сразу на 2 спицы. И вот с этого места я сейчас начну набирать петли. Набираю 73 петли. Набрала я 72 петли плюс 1 лишнюю петлю для замыкания в круг. Теперь все количество петель мне нужно поровну распределить на 2 спицы, так как я вяжу вот на таких гибких чулочных спицах. Если вы вяжете на обычных чулочных спицах, то все количество петель распределяем поровну на 4 спицы и 1 лишнюю петлю оставляем на первой спице. Распределила я петли на 2 спицы. Вот эта спица у меня первая, на ней 36 петель плюс 1 лишняя петля для замыкания в круг. Эта спица вторая, на ней 36 петель. И сейчас нам нужно замкнуть вязание в круг. Проверяем, чтобы у нас косичка не перевернулась. И теперь замыкаем вязание в круг. Для этого первую петлю с первой спицы снимаем и переносим ее на вторую спицу. А первую петлю со второй спицы набрасываем на переснятую петлю. Вот так. И теперь кончики ниточек хорошенько подтягиваем. И у меня на каждой спице осталось по 36 петель. Далее будем вязать резинку 2 на 2. Составила я схему узора для вязания этих носков. Наберете вы, как и я, 72 петли, или, возможно, вы наберете другое количество петель, 64, 68 или 76 петель. Первый ряд узора – это узор манжеты. Второй ряд узора – это узор паголенка. И я составила узор только на половину носка, потому что передняя часть носка вяжется точно так же, как и задняя часть носка. То есть, если сложить носочек вот так пополам
Середина носка у меня приходится ровно на середину вот этой дорожки из 2 лицевых петель. То есть из 2 лицевых петель 1 лицевая петля уходит на заднюю часть носка, 1 лицевая петля уходит на переднюю часть носка. И с другой стороны точно так же. 1 лицевая петля идет на переднюю часть носка, 2 лицевая петля идет на заднюю часть носка. И чтобы вам было понятно, я так и начну вязать резинку. То есть в начале спицы я буду провязывать 1 лицевую петлю, 2 изнаночные петли, далее резинка 2 на 2. И в конце спицы у меня будет 2 изнаночные петли, 1 лицевая петля. Вы можете вязать так, как вам удобно, а потом просто перераспределите петли. Итак, вяжем резинку. В начале спицы я провязываю 1 лицевую петлю, 2 изнаночные петли. И вяжем резинку 2 на 2, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. В конце спицы у вас должно получиться 2 изнаночные петли и 1 лицевая петля. На второй спице вяжем точно так же. 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли. Далее идет резинка 2 на 2, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. И в конце спицы у вас также должно получиться 2 изнаночные петли и 1 лицевая петля. Итак, вяжем резинку 2 на 2, такой высоты, которая вам необходима. Провязала я первый ряд резинки, сейчас буду вязать второй ряд. Я вяжу бабушкиным методом провязывания петель, и для начинающих вязальщиц хочу показать, как правильно вязать петли именно бабушкиным методом провязывания петель. Когда мы с вами вяжем по кругу, то неважно, вяжем мы классическими петлями или бабушкиными, лицевую мы провязываем одинаково. Подхватываем петлю за переднюю стенку и провязываем ее лицевой петлей. А вот изнаночные петли мы провязываем по-разному. Если вы вяжете, как и я, бабушкиным методом провязывания петель, то у вас изнаночная петля на спице располагается вот таким образом. Левая стеночка перед спицей, правая стеночка за спицей. И чтобы петля у нас не была скрещенной, мы ее всегда провязываем за правую стенку. Так как у меня стенка правая за спицей, значит мне нужно провязать петлю за заднюю стенку. Я подхватываю заднюю стенку петли и провязываю изнаночную петлю бабушкину, нить подхватываю ниже спицы. Следующая петля у меня изнаночная, также подхватываю петлю за правую заднюю стенку и провязываю бабушкину изнаночную петлю. У меня нить находится ниже спицы. Вот так мы провязали с вами бабушкину изнаночную петлю. Лицевые петли провязываем одинаково. Подхватываем также правую стенку петли, она у меня находится перед спицей, и провязываем лицевую петлю. Снова изнаночная петля, подхватываем петлю за заднюю стенку и провязываем бабушкину изнаночную петлю. Если вы вяжете классикой, то изнаночные петли у вас на спице располагаются по-другому, вот так. У вас правая стенка петли находится перед спицей, а сзади находится левая стенка петли. И чтобы вам провязать изнаночную петлю, вам нужно подхватить за переднюю стенку. И классическая изнаночная петля провязывается вот так. Нить находится выше спицы. Вот так провязывается классическая изнаночная петля. Подхватываем петлю за переднюю стенку, нить подхватывается над спицей, и получается классическая изнаночная петля. Неважно, какими петлями вы вяжете, всегда петлю провязываем за правую стенку. Она может быть как задней, так и передней. Итак, вяжем резинку резинкой 2 на 2 той высоты, которая вам необходима. Провязала я манжет резинкой 2 на 2 в высоту примерно
3,5 сантиметра. Далее буду вязать паголинок. Остановилась я на том месте, где у меня хвостик начала ряда. И посмотрите, как у меня распределены петли на спице. Вот эта дорожка из 2 лицевых петель, которая идет у меня сбоку, поделена пополам. Одна петля на одной спице, одна петля на другой спице. С другой стороны точно так же. Одна лицевая на одной спице, одна лицевая на другой спице. Далее я буду вязать паголинок резинкой 6 на 2. Но вот эта дорожка боковая из 2 лицевых петель у меня так и будет продолжаться по всей длине паголинка. Если вы набрали другое количество петель, то схему паголинка я вам оставила во 2-м ряду схемы узора. Я вяжу паголинок таким образом. У меня в начале спицы 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли. Дальше идет резинка 6 на 2, то есть я провязываю 6 лицевых петель, 2 изнаночные петли. И, девчонки, те, кто вяжет бабушкиным методом провязывания петель, внимательно смотрите, за какую стенку петли вы вяжете. Над лицевой мы провязываем лицевую за переднюю стенку, над изнаночной мы провязываем лицевую за заднюю стенку. А те, кто вяжут классикой, они все петли будут провязывать за переднюю стенку петли. Итак, вяжем паголинок резинкой 6 на 2. А там, где у нас дорожка из 2 лицевых петель, мы так и продолжаем вязать 2 лицевые петли. Дохожу до конца спицы, у меня здесь 2 изнаночные петли и 1 лицевая петля боковой дорожки. На второй спице вяжем точно так же. 1 лицевая петля в начале спицы, 2 изнаночные петли. Затем идет резинка 6 на 2, 6 лицевых петель, 2 изнаночные петли. И в конце спицы 2 изнаночные петли и 1 лицевая петля. Итак, вяжем паголинок такой высоты, которая вам необходима. Провязала я паголинок необходимой мне высоты. Высота паголинка вместе с резинкой примерно 8,5 сантиметра. Далее будем вывязывать клин подъема. И клин подъема я буду вывязывать на первой спице. Вот хвостик начала вязания. Вот здесь я остановилась. Вот это первая спица. На первой спице обычно я вывязываю пяточку, поэтому клин подъема буду вязать на первой спице. Клин подъема вывязывается, делая прибавки в начале спицы и в конце спицы. Вы посмотрите, как вам лучше делать прибавки по узору. Можно делать прибавки сразу в начале спицы. Я же буду делать прибавки так. Я буду первую петлю провязывать лицевой петлей, а затем буду делать прибавку. С этой стороны я буду делать прибавку с наклоном влево, а с этой стороны я буду делать прибавку, не доходя 1 петлю до конца спицы, и прибавку я буду делать с наклоном вправо. Первую петлю в начале спицы провязываю лицевой петлей, и далее я делаю прибавку с наклоном влево. Для этого я вот так накидываю петлю на спицу, для того чтобы вот эта вот, видите, ниточка шла по направлению в левую сторону. И далее вяжу по узору. Дошла до конца спицы, не довязала 1 петлю, и здесь делать буду прибавку с наклоном вправо. Для этого я накидываю петлю вот таким образом, чтобы вот эта нить была с наклоном вправо. И последнюю петлю провязываю лицевой петлей. То есть я прибавила 2 петли.
На другой спице вяжу все петли по узору. Провязала я один ряд клина подъема и на первой спице прибавила 2 петли. У меня сейчас на первой спице 38 петель, на второй спице 36 петель. Вяжем второй ряд. Во втором ряду мы прибавок не делаем. И посмотрите, как я буду провязывать прибавку. Первая петля лицевая петля, а следующую петлю я буду провязывать также лицевой петлей. Вот так за переднюю стенку, лицевая петля. Дальше вяжу по узору 2 изнаночные петли, 6 лицевых петель. В конце спицы прибавку я также провязываю лицевой петлей, но за заднюю стенку. Вот так. И еще одна петля лицевая. На второй спице все петли вяжем по узору. Вяжем третий ряд клина подъема и здесь снова делаем прибавку. Первая петля лицевая, далее делаем прибавку с наклоном влево. Для этого вот так вот петлю набрасываем на спицу, чтобы вот эта ниточка шла в левую сторону. И дальше вяжем по узору. Лицевая петля, 2 изнаночные петли, дальше резинка 6 на 2. Дошли до конца спицы и снова делаем прибавку перед лицевой петлей с наклоном вправо. Для этого петлю набрасываем вот так на спицу. У нас вот эта ниточка получается с наклоном вправо. И последнюю петлю провязываем лицевой петлей. Еще 2 петли мы добавили, и на первой спице у нас 40 петель. На второй спице вяжем все петли по узору. Четвертый ряд клина подъема. В этом ряду прибавок мы не делаем. Первая петля лицевая петля, дальше идет прибавленная петля, мы ее провязываем лицевой за переднюю стенку и еще одна лицевая петля. Дальше у нас идет резинка 2 на 6, 2 изнаночные петли, 6 лицевых петель. В конце спицы после 2 изнаночных петель лицевая петля. Следующая петля — это прибавленная петля, мы ее провязываем лицевой за заднюю стенку и еще одна лицевая петля. Вот так. На второй спице все петли провязываем по узору. Провязали мы 4 ряда клина подъема и прибавили 4 петли. 2 петли прибавили в начале спицы и 2 петли прибавили в конце спицы. Прибавки делаем через ряд. И так вяжем по кругу, делая прибавки в клине подъема через ряд. Я делаю прибавку после вот этой лицевой петли с наклоном влево и перед последней лицевой петлей с наклоном вправо. Провяжите далее самостоятельно, а потом я вам скажу, сколько петель я прибавила в клине подъема. Провязала я клин подъема, сделала все прибавки, остановилась в том месте, где у меня хвостик начала вязания, и посмотрите, как выглядит клин подъема. С этой стороны мы делали прибавки с наклоном вправо. Вот первая петля, ее стенка, видите, стенка петли наклонена в правую сторону. Вот вторая петля, и стенка петли наклонена также в правую сторону. Вот так выглядят прибавки с наклоном вправо. С этой стороны мы делали прибавки с наклоном влево. Вот первая петля, и ее стенка наклонена в правую сторону. Следующая петля, видите, тоже наклонена стеночка в правую сторону. И вот так будут у вас выглядеть прибавки с наклоном вправо.
Как же нам посчитать, сколько петель нужно добавить вот сюда в клин подъема? При вязании пяточки стронг правильный клин подъема считается такой, при котором мы вот сюда в клин подъема добавляем половину от всех петель, которые мы набрали на резинку. На резинку я набрала 72 петли, половина это 36 петель, то есть мне нужно добавить 36 петель. Так как у нас 2 клина подъема, значит мне в каждый клин подъема нужно добавить по 18 петель. Но вот эта пяточка стронг очень хорошо подходит для ноги с высоким подъемом. У меня у мужа обычный стандартный подъем для мужской ноги, поэтому я посчитала, что добавить вот сюда 18 петель будет многовато. И я решила добавить всего лишь 16 петель. И сейчас у меня на спицах, вот на этой спице, это верх носочка, 36 петель. А на этой задней спице, это первая спица, на которой мы с вами вывязывали клин подъема, у меня 36 петель плюс 16 петель, которые я добавила в клине подъема. То есть вот на этой спице у меня 68 петель. И мы сейчас с вами будем вывязывать пяточку и будем делать убавки до тех пор, пока у нас вот на этой спице не останется также 36 петель. Убавки я буду делать вот таким образом. Видите, как выглядят убавки? Они незаметные. Пятку будем вязать наподобие круглой пятки или французской пятки. Таким же образом вяжут пятку подкова или пятку косынка. Но при вязании пяточки стронг обычно на центральную часть оставляют очень мало петель, обычно 2 петли. Вот здесь я повесила маркер, это середина пяточки. И обычно оставляют одну петлю с одной стороны и одну петлю с другой стороны. Но я на центральную часть решила оставить не 2 петли, а 4 петли. И убавку буду делать первую вот в этом месте. Почему я так решила? Потому что я посчитала. Когда мы с вами вяжем французскую пятку, то убавляя 2 петли с боковых частей в каждом ряду, мы к центральной части прибавляем 1 петлю. Так как я в клине подъема прибавила 16 петель, значит при вязании чашечки мне эти 16 петель нужно убавить. И я считаю таким образом. Я хочу, чтобы у меня последняя убавка пришлась вот на эту петлю. И я, отсчитывая по 2 петли, считаю, что эти 2 петли у меня присоединят одну петлю к центральной части. И считаю вот так: 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. То есть вот эти 2 петли должны быть первыми провязаны вместе. То есть у меня от середины пяточки остается 2 петли. То есть я сейчас начну вязать пяточку, провяжу все петли лицевыми петлями. От середины пятки провяжу 2 петли, а потом буду провязывать вот эти 2 петли вместе лицевой петлей. Давайте провяжем пяточку вместе. Чашечку я буду вывязывать лицевыми петлями, поэтому все петли до середины пятки провязываю лицевыми. Дошла до середины пяточки, маркер перебрасываю, продолжаю вязать лицевыми петлями, 2 петли провязываю лицевыми петлями и теперь буду делать убавку. С этой стороны я буду провязывать 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого я вот эти 2 петли провязываю за передние стенки лицевой петлей. У меня получается убавка с наклоном вправо, и следующую петлю провязываю лицевой петлей. Вот таким образом. Разворачиваю вязание. Первую петлю снимаю, далее вяжу изнаночными петлями до середины пяточки, до маркера. Маркер нам уже не нужен. 2 петли провязываю изнаночными петлями и теперь делаю убавку. С этой стороны я буду убавку делать таким образом, чтобы с лицевой стороны получились 2 петли вместе с наклоном влево. Для этого нам нужно сделать так: перевернуть вот эти 2 петли вот таким образом, чтобы
левая стенка петли была перед спицей. Вот, посмотрите, вот так. И провяжем 2 петли вместе изнаночной петлей за задние стенки. Вот так. Подхватываем 2 петли за задние стенки и провязываем изнаночной петлей. И еще одну петлю провязываем изнаночной. Разворачиваемся на лицевую сторону. Первую петлю снимаем. Далее вяжем лицевыми петлями. Доходим вот до такого большого разрыва, вы его не пропустите. И вот эту петлю нужно провязать со следующей петлей вместе. 2 петли провязываю с наклоном вправо. Вот таким образом подхватываю петли за передние стенки петли и провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. И еще одну петлю провязываю лицевой петлей. Разворачиваю вязание. Первую петлю снимаю. Все петли провязываю изнаночными петлями. Дохожу вот до этого разрыва, и мне эту петлю нужно провязать со следующей также изнаночной петлей. Проверяю, чтобы вот эта петля была развернута так, как мне нужно. Разворачиваю ее левой стеночкой вперед и провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей за задние стенки. Вот так подхватываю 2 петли за задние стенки и провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей. И следующую петлю провязываю изнаночной петлей. Разворачиваем. Первую петлю снимаем. Остальные петли вяжем лицевыми петлями до разрыва. И теперь вот эти 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой петлей с наклоном вправо. Так как у меня вот здесь изнаночная петля, я ее переворачиваю вот таким образом, чтобы стенка правая была перед спицей. Если вы вяжете классикой, вам не нужно переворачивать, а те, кто вяжут бабушкиным методом провязывания петель, то вот эту петлю нужно перевернуть. И провязываем 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном вправо за передние стенки. И следующую петлю провязываем лицевой петлей. Вот так. Переворачиваем. Первую петлю снимаем. Остальные петли вяжем изнаночными петлями до разрыва. Последнюю петлю нужно провязать со следующей вместе изнаночной петлей. Проверяем, как вот эта петля у нас располагается на спице. Разворачиваем ее, чтобы она лежала левой стеночкой вперед. И провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей за задние стенки. И еще одну петлю провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем на лицевую сторону. Вот такая чашечка у вас должна получиться. Видите, как выглядят убавки? Очень симпатично. Итак, вяжете чашечку туда и обратно, убавляя петли до тех пор, пока у вас на спице не останется то же количество петель, которое было до прибавок в клине подъема. Я буду вязать чашечку до тех пор, пока у меня не останется 36 петель. Я практически довязала чашечку, мне осталось убавить всего лишь 2 петли. У меня сейчас на спицах это петли нижней части носка 38 петель, а мне нужно, чтобы было 36 петель, то есть еще должна я убавить 2 петли. Посмотрите, у меня с одной стороны после разрыва 1 петля осталась, а с другой стороны перед разрывом у меня также 1 петля, и эти петли нам нужно сейчас убавить. Я провязываю петли лицевыми петлями, не доходя до конца спицы, 2 петли. И 2 последние петли провязываю лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Одну петлю с этой стороны мы убавили, и нам осталось убавить еще 1 петлю вот с этой стороны. Но мы сейчас сделаем так: я провяжу все петли верхней части носка по узору, а только потом я буду убавлять вот эту 1 петлю. Итак, провязываем по узору все петли верха носка.
Перешла я на первую спицу, и здесь в начале ряда мне нужно убавить одну петлю. Поэтому я провяжу первую петлю со следующей петлей вместе лицевой петлей с наклоном влево. Для этого я первую петлю разворачиваю вот так левой стеночкой вперед и провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за задние стенки. Еще одну петлю убавила, и у меня сейчас на нижней спице, на первой спице осталось 36 петель. Дальше мы с вами вяжем по кругу такую длину носка, которая нам необходима. Провяжите длину носка самостоятельно, а затем я вам расскажу, какую же длину носка провязала я. Провязала я немного по кругу, чтобы вам было виднее. Вот так выглядит чашечка. Видите, здесь никаких дырочек нет. Убавки незаметные, аккуратные, очень красивые. И с другой стороны также все красиво, аккуратно, никаких дырочек нет. Если у вас получается вот здесь между спиц какие-то вытянутые петли, вы можете вот так взять петли и немножко подтянуть. Дальше я буду вязать стопу по кругу, по подошве буду вязать лицевой гладью, а сверху носка буду продолжать вязать резинку 6 на 2. 6 лицевых петель, 2 изнаночные петли. Провязала я необходимую длину стопы. Для того, чтобы знать, какую длину необходимо вам связать, необходимо сделать расчет длины мыска. Я знаю, что многие девчонки не считают длину мыска, поэтому, чтобы не затягивать это видео, я в этом ролике не буду показывать, как я считаю длину мыска. А для тех, кому эта информация нужна, то я сделала короткий ролик. Посмотрите его по подсказке или по ссылке в описании под видео. Я там рассчитала длину своего мыска. У меня получилась длина мыска 21 ряд или 4,7 сантиметра. Я вяжу носок на длину стопы 28 сантиметров. От этой длины отнимаю длину мыска 4,7 сантиметра. И еще 1 сантиметр я отнимаю, чтобы носочек сидел плотнее на ноге. И у меня получилось 22 сантиметра 3 миллиметра. И я вязала стопу до тех пор, пока длина не составила 22 сантиметра 3 миллиметра. Я буду мерить вот до сюда, до середины пяточки. И вот посмотрите, длина носка у меня сейчас примерно 22 сантиметра 3 миллиметра. И сейчас я буду приступать к вывязыванию мыска. Я буду вязать ленточный мысок. На ленточку я оставлю 4 петли и буду делать убавки с одной и с другой стороны от ленточки. С этой стороны я буду делать убавку с наклоном влево, а с этой стороны буду делать убавку с наклоном вправо. И я посчитала, что мне нужно сделать 13 рядов с убавками. И я буду делать убавки так. 7 раз я буду делать убавки через ряд. И оставшиеся 6 раз я сделаю убавки в каждом ряду. И у меня в конце останется 20 петель, которые я буду сшивать иглой. Убавки я начинаю делать вот с этого места. Вот видите, под пяточка, и вот здесь начинаю делать убавку. Я повешу маркер для того, чтобы вам было виднее, где у нас начинается ряд. И в этом месте мы будем считать, что у нас начало ряда. И первую убавку я буду делать вот здесь, правее от ленточки. И для этого мне сейчас придется распустить 4 петли. То есть я вот сейчас распущу 4 петли и буду делать первую убавку вот в этом месте. Распустила я 4 петли. Здесь буду провязывать 2 петли вместе с наклоном влево. Для этого мне нужно развернуть 2 петли вот так левыми стеночками вперед и провязываю 2 петли вместе за задние стенки. И у меня получается убавка с наклоном влево. И 2 петли провязываю лицевыми петлями, это петли ленточки. В начале следующей спицы первые 2 петли провязываю лицевыми петлями, это петли ленточки. Вот здесь у меня была изнаночная петля, я ее провязываю лицевой петлей. И дальше у меня будет идти
мысочек лицевой гладью. Вот здесь над изнаночными я буду провязывать лицевые петли. 2 петли в начале спицы мы провязали, это петли ленточки. Затем я буду делать убавку с наклоном вправо. Переворачиваю вот эту изнаночную петлю правой стеночкой вперед. Если вы вяжете классикой, вам не нужно переворачивать эту петлю. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей за передние стенки. У нас получилась убавка с наклоном вправо. Остальные петли все вяжу лицевыми петлями. И над изнаночными петлями также провязываю лицевыми петлями. И так вяжу до конца спицы, не довязывая 4 петли. Дошла до конца спицы. Здесь я буду провязывать 2 петли вместе с наклоном влево. Для этого я переворачиваю 2 петли левыми стеночками вперед. Изнаночную мне не нужно переворачивать, потому что я вяжу бабушкиным методом провязывания петель. Если вы вяжете классикой, то вам нужно перевернуть обе петли. И 2 петли провязываю лицевой петлей за задние стенки. У меня получается убавка с наклоном влево. Следующую петлю провязываю лицевой петлей и еще одна лицевая петля. В начале следующей спицы 2 петли провязываем лицевыми петлями, это петли ленточки. Следующие 2 петли провязываем вместе за передние стенки лицевой петлей. У нас получается убавка с наклоном вправо. Далее вяжем все петли лицевые, доходим до нашего маркера. Дошли мы до маркера. У нас получилось, что мы провязали один ряд и сделали 4 убавки. Следующий ряд провязываем без убавок. То есть следующий ряд провязываем все петли лицевыми петлями. Провяжите этот ряд самостоятельно. Дошла я до маркера. В первом ряду мы сделали вместе 4 убавки. Изначально у меня на спицах было 72 петли. 4 петли я убавила, осталось 68 петель. Затем второй ряд мы провязали без убавок. Сейчас вяжем третий ряд. В третьем ряду делаем снова убавку. С этой стороны мы провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Покажу вам другой способ провязывания убавки. Первую петлю снимаю вот так за переднюю правую стенку, ее переворачиваю. Следующую петлю провязываю лицевой петлей и снятую петлю набрасываю на провязанную. Получается то же самое, убавка с наклоном влево. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями, это петли ленточки. На второй спице в начале провязываем 2 петли лицевыми петлями, это петли ленточки. И потом делаем убавку с наклоном вправо, провязывая 2 петли вместе лицевой петлей за передние стенки. Далее вяжем все петли лицевыми петлями, не доходя до конца спицы, 4 петли. В конце спицы я делаю с этой стороны убавку с наклоном влево. Первую петлю снимаю, следующую провязываю лицевой петлей и снятую набрасываю на провязанную. Получается убавка с наклоном влево. И 2 петли провязываю лицевыми петлями, это петли ленточки. На следующей спице в начале ряда провязываем 2 петли лицевыми петлями, это петли ленточки. И далее 2 петли вместе с наклоном вправо за передние стенки провязываем лицевой петлей. Далее вяжем все петли лицевыми петлями до маркера. Провязала я третий ряд, убавила еще 4 петли, и у меня сейчас на спицах осталось 64 петли. Следующий ряд вяжем по кругу без убавок. Провяжите этот ряд самостоятельно. Провязали мы 4 ряда, делая убавки через ряд, и убавили 8 петель. Далее вяжите самостоятельно, делая убавки через ряд. Я решила, что я 7 раз буду делать убавки через ряд. 2 раза мы уже с вами сделали убавки через ряд, осталось делать 5 раз убавки через ряд. Вяжите далее самостоятельно.
Выполнила я 7 убавок через ряд, остановилась в том месте, где у меня маркер начала ряда. Не довязала до конца спицы 4 петли. У меня получается, что я всего провязала 14 рядов и сделала 7 убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последний ряд у меня провязан без убавок. За эти ряды я убавила 28 петель, и сейчас у меня на спицах остается 44 петли. Далее я буду вязать по кругу, делая убавки уже в каждом ряду, пока у меня на спицах не останется 20 петель, которые я буду сшивать. По моим расчетам мне осталось провязать 6 рядов, делая убавки уже в каждом ряду. Провяжите эти ряды самостоятельно, делая убавки в каждом ряду. Провязала я еще 6 рядов, делаю убавки в каждом ряду. И у меня сейчас на спицах осталось 20 петель. Так как первую убавку мы делали вот с этой стороны, там где у нас маркер начала ряда, то последнюю убавку мы делаем вот с этой стороны. И для того, чтобы мне сейчас сшивать мысок, мне оставшиеся петли нужно провязать лицевыми петлями. И сейчас у меня на каждой спице по 10 петель. И буду сшивать мысок петля в петлю. И обратите внимание, какой формы у меня получился мысок. Он получился вот такой круглый. Если вы хотите, чтобы мысок был более длинным и острым, то вот как на этом носочке нужно делать больше убавок через ряд и меньше в каждом ряду. И тогда у вас мысок получится вот такой более вытянутым. Я сейчас не буду вам показывать, как я сшиваю мысок. Я сниму для вас отдельное видео, которое вы сможете посмотреть по подсказке или по ссылке в описании под видео. Я вам покажу, как я сшиваю мысок, чтобы вот с этой стороны не было явно выраженного уголка. Вот с этой стороны обычно уголка не видно, потому что когда мы сшиваем мысок, у нас здесь остается ниточка, которую мы заправляем внутрь. И с этой стороны уголок уходит внутрь, его не видно. А с этой стороны иногда виден уголок. И я вам покажу, как я сшиваю мысок, чтобы этого уголка не было. И у вас мысок должен получиться вот такой. Вот видите, здесь уголка нет ни с одной, ни с другой стороны. Вот так красиво и аккуратно. Итак, переходите по подсказке и посмотрите, как я буду сшивать мысок. Мысок я сшила и уже постирала носок. Вот такой мысок у вас должен получиться. Вот так выглядит трикотажный шов, петля в петлю. И вот такой мысочек без углов у вас получится, если вы будете сшивать так, как сшиваю я. Все красиво и аккуратно. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то, пожалуйста, поддержите мой канал подпиской, лайком или комментарием.